Всем здорово, ребятос, и в данном ролике мы поговорим о кланах. И нет, речь пойдет не про Учиха или Узумаки, или тех же банальных Уоцуцуки, о которых все сейчас и говорят, а про те кланы, которые не дотягивают до их уровня, но все же владеют очень интересными и уникальными способностями. Долго тянуть не будем, я Ванкайф, и я желаю вам приятного просмотра. Начнем мы, пожалуй, с клана Кагуя, и единственный известный ее представитель – это сильнейший сосуд, которого желал Орочимару Кимимару. Он, кстати, был и последним представителем этого клана. Я добавил этот клан в данный ролик из-за того, что все его члены были потомками богини Уоцуцуки Кагуи, которые унаследовали от нее очень мощный Кикей Генкай Шикуцумьяку. Он произошел от способности Кагуи управлять костями, и это именно те кости, которые при контакте с целью превращают ее тело в пыль. Однако, очень мало представителей клана Кагуя смогли унаследовать этот уникальный Кикей Генкай. На самом деле, кроме Кимимару, его никто и не юзал, не считая Кабуто и Орочимару. Эта способность позволяла им манипулировать своей костной структурой, чтобы обращать кости в оружие. Она была настолько имбовой, что внушала страх даже среди членов всего клана Кагуя и рассматривалась как финальная стадия тайдзюцу. Владелец может образовать броню из плотной кости под кожей, и эта броня будет прочнее стали. А также пользователь может стрелять частями костей, словно дальнобойными снарядами. Любая кость, которая извлекается из тела пользователя, мгновенно восстанавливается, как и сама кожа, которая была повреждена при обнажении кости. Возможность использовать этот Кикей Генкай делала Кимимару невероятно сильным шиноби, ведь он едва не убил двух сильнейших генинов на тот момент, а именно Психа Гару и Бухого Рока Ли. И если бы не его болезнь, вылечить которую не могли даже Орочимару и Кабуто, то эти двое неизбежно бы умерли. Если же говорить в целом о клане Кагуя, то почти все его представители были дикими и всегда жаждали битв, не имея абсолютно никакой тактики во время сражения, которые они начинали для демонстрации своей жестокости. Это по факту и привело к неудачной попытке проявить себя, когда весь клан был вырезан при атаке на Киригакури. Тогда, кстати, выжил лишь Кимимару, которого спас Орочимару. Следующий клан – это клан Чинуики, который в переводе означает «Кровавая лагуна». Этот клан не то что очень недооцененный, так о его существовании знает очень мало зрителей. Когда-то давно жена даймё Страны Молнии наняла клан Учиха, чтобы изгнать клан Чинуики из их земель, и это привело к их поселению в долине Ада, которая располагалась в стране горячих источников. Эта долина считалась непригодной для проживания, из-за чего местонахождение долины забылось, а существование клана стерлось из истории шиноби. Однако они и дальше продолжали там жить, хотя они не так жили, как на самом деле выживали. В клане постоянно были конфликты, но основной заключался в том, нужно ли мстить клану Учихи или же нет, ведь по факту это из-за них они оказались в такой ситуации. В конечном итоге клан вырезал сам себя, а в живых остался только Эн Ояширо и его дочь Чино. Шиноби из клана Чинуики всегда стремились убить свою цель одним ударом, понимая, что второго шанса у них уже не будет. Поэтому внутри клана были специально разработаны яды, действующие так долго, что гарантированно убивают свою цель. Отличительной чертой клана Чинуики является их дадзюцу – глаз кровавого дракона или же Кэцюрьюган, который дает пользователям возможность манипулировать своей кровью, а точнее железом в крови, что позволяет пользователю управлять не только кровью, но и любой жидкостью с высокой концентрацией железа. Также с помощью этого дадзюцу можно юзать очень мощные гиндзюцу, способные взять под контроль сразу десятки профессиональных шиноби, а их сила была сравнима даже с шаринганом. Чино могла использовать свои глаза для создания взрывающих зомби. Похищая людей, она внедряла в них свою чакру через касание, а при любом физическом ранении человек преобразовывался в некую оболочку, которая в скором времени просто взрывалась. В принципе, Кэцюрьюган это своего рода тоже имба, но все же его очень плохо раскрыли. Дальше идет клан Абурамы, который является одним из 4 благородных кланов Конохи. Не знаю почему, но этот клан мне очень даже нравится. Наверное, это связано с тем, что в первом сезоне мне очень сильно нравился Шино. Он даже иногда внушал меня страх. Хотя если смотреть на него в Боруто, то понимаешь, насколько сильно его сделали клоуном.
При рождении каждому члену клана вживляют особый вид паразитических насекомых, которые используют тело пользователя в качестве гнезда и питаются его чакрой. Простыми словами, они живут прямо под кожей их хозяина, и с момента их внедрения в тело эти насекомые будут жить в симбиозе со своим хозяином. Я думаю, теперь понятно, почему Шино так и не нашел себе девушку. Шина, у тебя возле письки и личинки! Главной определяющей чертой клана Абурама является то, что все глаза известных членов закрываются обычно очками, а также они носят одежду, которая обычно покрывает большую часть своего тела. Они могут оставлять своих жуков на цели, которая затем может быть отслежена по запаху насекомого, или насекомые-разведчики могут быть отправлены, чтобы сообщить хозяину информацию об этой области. По этой причине члены клана Абурама являются экспертами в шпионаже. Они могут общаться с насекомыми, а насекомые специализируются на скрытности, потому что они не издают лишних движений и шумов во время боя. На самом деле эти жуки невероятно опасные. Одни могут поглощать чакру врага, другие пожирать плоть, тем самым быстро увеличиваться в размерах. А Торуна использовал жуков, которые уничтожают клетки противника, вызывая в процессе невероятную боль. Также есть жуки, которые производят яд. Они парализуют жертву, которая в конечном итоге умирает. Однако сам яд исчезает после ее смерти, из-за чего его невозможно обнаружить во время скрытия. Но впрочем, жуки это очень хорошая обилка, особенно против тех, у кого плохо развиты сенсорные способности, без которых они просто не смогут их обнаружить. И последний на сегодня клан — это малоизвестный и филлерный клан Курама, члены которого специализировались исключительно в сфере гиндзюцу, которая связана с улучшенным геномом их клана. Изначально они были одними из самых известных кланов в Конохе, но число ниндзя в клане серьезно сократилось. Однако, как и в случае с Кимимару, только единицы унаследовали истинную силу их клана. Гиндзюцу клана Курама было настолько мощным, что его иллюзии заставляли мозг жертвы воспринимать все, что происходит с ней в гиндзюцу, как физически реальное, позволяя члену клана даже убивать своих противников с помощью гиндзюцу. Однако у этой обилки много минусов, потому что пользователь редко может контролировать свои способности в полной мере, и поэтому его сознание зачастую управляет этой силой, что приводит к образованию второй личности, которая берет контроль над ее способностями. Затем эта личность подавляет оригинальную, превращая человека в монстра. Как я уже сказал, их Кикей Генкай это исключительно тип гиндзюцу, и в каждом поколении будет только один человек с очень сильным Кикей Генкаем, который сможет воплотить его гиндзюцу в реальность. В аниме было показано, что их гиндзюцу включает создание формы из ничего, а это в теории является чистым освобождением стихии инь. И в принципе это основные кланы, которые я считаю очень недооцененными. Но если вы со мной не согласны, то можете написать свой клан в комментариях, и возможно я сделаю даже вторую часть ролика. А на этом у меня все. Я надеюсь, что данный ролик вам понравился и вы оцените мой труд лайком и также подпишитесь на канал. Также не забудьте, пожалуйста, включить уведомления, чтобы не пропускать мои новые видосики. Ссылочки на наши паблики в Инстаграме, Телеграме и на беседочку в Дискордике будут, как всегда, в описании. Там же будет ссылочка, где вы сможете помочь нашему каналу развиваться. А с вами был Ван Кайф, и я желаю всем удачи. Всем пока.